На моем участке растет сосна, посаженная еще в советские времена. Под ней каждую осень появляются грибы-маховики. Видимо, сосенка была взята из леса вместе с мицелием маховика на корнях. К сожалению, маховики мне не нравятся, и я решил развести на участке другие грибы. Дорогие друзья, коллеги, многие владельцы приусадебных участков хотели бы развести на своих участках лесные грибы. Это интересно, престижно и приближает к природе нас. Однако большинство попыток разведения лесных грибов безуспешны. Может быть, продается некачественным мицелий? Скорее всего, это так и есть. На рынке полно подделок в красивых упаковках. Но и качественный мицелий, скорее всего, имеется. Предполагаю, что даже имея качественный мицелий лесного гриба и применяя оптимальный способ его активации и посадки, трудно надеяться на успех. Дело скорее всего в том, что корни наших деревьев уже заняты микоризообразующими грибами. Я решил проверить возможность выращивания грибов методом посадки сеянцев деревьев с уже привитым мицелием лесных грибов. Это известный способ, но подробности технологии не разглашаются. Это ноу-хау. Такая проверка занимает 2-3 года. Увы, это не быстрая работа. Я купил сеянцы сосны и посадил их в горшки. После этого я привил к ним мицелий различных грибов, масленка, белого гриба и лисички. В конце сезона на корнях саженцев стали заметны белые образования, которые выглядели как белые пятна или светлые точки вдоль корешков. Следующей весной я пересадил часть саженцев в грунт, а часть пересадил в 15-литровые горшки. К концу сезона все сосенки хорошо подросли, но грибов в горшках и возле сосенок, высаженных в грунт, не было. Буду ждать их в сезоне 26 года. Проведенная работа дала информацию о возможных проблемах и способах их решения. Мне посчастливилось найти единомышленников, общение с которыми добавило мне понимания в процессах выращивания грибов. Мне кажется, что каждый разработчик технологии выращивания лесных грибов встречается с одинаковыми проблемами.
Теперь я понимаю, что в этом опыте мне вряд ли удастся увидеть плодовые тела грибов. Намечаю заложить второй опыт, в котором учту свои ошибки и недоработки. Все оказалось не так просто. Обнаружились нюансы. Я специалист по промышленному культивированию различных микроорганизмов и микроскопических грибов в ферментерах. Это, конечно, не микология, но надеюсь, что мой многолетний опыт работы с микроорганизмами, уже сделанные наблюдения и изучение литературы позволило мне правильно понять нюансы выращивания лесных грибов. Результаты следующего опыта я постараюсь опубликовать.